Почему некоторые люди боятся перемен почти до физической боли? Почему другие в какой-то момент перестают чувствовать эмоции? И можно ли вообще найти внутренний стержень, если внутри все чаще ощущается пустота? Сегодня разберем несколько очень тяжелых психологических вопросов. Иногда человеку кажется, что он сломан, хотя в реальности его психика просто слишком долго пыталась выживать. С вами Давид, мы начинаем. Почему некоторые люди будто получают удовольствие от травм? В творчестве их больше всего интересуют вещи, от которых у других надолго остаются неприятные воспоминания, а в обычной жизни они будто эмоционально серые, пока не произойдет что-то сильное и разрушительное. Проблема в том, что психика может настолько привыкнуть жить через сильное напряжение, что спокойствие начинает ощущаться как эмоциональная пустота. И тогда человеку уже недостаточно обычной жизни, чтобы чувствовать себя живым. Ему нужны сильные переживания, драма, внутренний надлом, тяжелые эмоции или хотя бы ощущение опасности. Иногда человек начинает путать глубину с болью. Ему кажется, что если эмоции не разрушительные, значит они недостаточно настоящие. Поэтому спокойная жизнь начинает восприниматься как что-то плоское и искусственное, а страдание как доказательство подлинности чувств. Особенно часто это происходит с людьми, которые долго жили в эмоционально нестабильной среде. Например, если ребенок рос там, где любовь постоянно смешивалась со страхом, тревогой, конфликтами или непредсказуемостью, нервная система постепенно привыкает к мысли, что сильное напряжение и есть нормальное состояние жизни. Но в таких случаях спокойствие начинает казаться практически подозрительным. Именно поэтому некоторые люди потом бессознательно снова и снова идут в токсичные отношения, эмоциональный хаос и тяжелое творчество. Не потому, что им нравится страдать, а потому, что их психика уже плохо чувствует жизнь без перегрузки. Самое неприятное здесь то, что со временем нервная система начинает все сильнее истощаться. Человеку требуется все более мощный стимул, чтобы снова почувствовать эмоции. В какой-то момент спокойствие начинает восприниматься просто, практически как эмоциональная смерть. Я думаю, это одна из самых страшных вещей, которая может произойти с человеком. Когда он настолько долго живет через внутренний хаос, что тишина начинает пугать его сильнее боли. Как убедить себя сделать шаг вперед навстречу переменам, если ты почти до физической боли не любишь что-то менять в жизни? Стоит ли вообще пытаться вносить большие разнообразия или наоборот стремиться к стабильности? Психика вообще на самом деле абсолютно не любит неопределенность. Наш мозг устроен так, что все неизвестное автоматически воспринимается как потенциальная угроза. Даже если человек логически понимает, что перемены могут быть полезными. Эмоционально нервная система все равно реагирует тревогой. Особенно тяжело перемены переносят тревожные люди. Для них даже небольшое изменение привычного порядка может ощущаться почти как, потеря внутренней опоры, как вот землю из-под ног выбили. Иногда это доходит до телесного уровня. Напряжение в груди, раздражение, ощущение внутреннего сопротивления, тревога во всем теле, не только где-то там в области эмоционального центра. И в чем проблема? Многие начинают себя винить за это. Сразу начинаются загоны. Я слишком слабый, я ленивый, у меня нету силы воли. Хотя проблема чаще не в характере, а в том, насколько нервная система привыкла жить только через контроль и предсказуемость. Но здесь возникает очень неприятный парадокс. Чем сильнее человек избегает любых перемен, тем более хрупкой становится его психика. Потому что мозг постепенно начинает жить только в идеально знакомых условиях. И тогда даже минимальные изменения начинают восприниматься как катастрофа. Некоторые люди называют это любовью к стабильности. Хотя на самом деле их психика давно перестала верить, что они способны пережить хаос. Но при этом важно понимать, развитие — это не обязательно насилие над собой. Очень многие люди сейчас романтизируют идею постоянного выхода из зоны комфорта. Как будто бы психику нужно все время ломать ради роста. Хотя нервная система обычно адаптируется гораздо лучше через маленькие контролируемые изменения. Новый маршрут, новый навык, новое общение. Даже такие мелочи уже постепенно учат мозг тому, что перемены не всегда означают угрозу. Если говорить про философию, то многие направления вообще рассматривают нестабильность как естественную часть жизни. И тут сложно не согласиться. Стоики много, например, говорили о том, что человек страдает не столько от самих событий, сколько от попытки удержать мир неподвижным. Потому что жизнь по своей природе постоянно меняется. И, наверное, одна из самых тяжелых вещей, которые человек понимает с возрастом, это то, что абсолютной стабильности не существует вообще. Люди уходят, обстоятельства рушатся, взгляды меняются. И психика либо постепенно учится жить в движении, либо начинает бояться самой жизни. Как найти ядро своих интересов? Тот самый внутренний стержень, ради которого хочется просыпаться и жить, а не просто убивать время в бесконечном мельтешении. Вообще, я абсолютно уверен в том, что современный человек живет в состоянии хронического рассеивания внимания. Соцсети, короткие видео, бесконечный контент, постоянное переключение между раздражителями. Все это постепенно приучает мозг к поверхностному существованию. Из-за этого многим людям становится почти невозможно чувствовать глубокую вовлеченность вообще во что-либо. Психика привыкает к быстрому дофамину и начинает плохо переносить долгий
медленный интерес. И поэтому человек начинает жить через интересы оболочки. Сегодня одна тема кажется важной, завтра другая, потом третья, но ни во что не происходит настоящего погружения. Самое неприятное здесь, что многие люди называют это поиском себя, хотя годами боятся выбрать хоть что-то одно. Потому что выбор автоматически означает отказ от других возможностей. А это уже вызывает тревогу и ощущение ограничения. Но проблема в том, что внутренний стержень почти никогда не появляется мгновенно как озарение. Настоящий интерес обычно формируется вокруг того, что человек способен выдерживать долго. Не только того, что нравится, а того, ради чего он готов терпеть скуку, ошибки, медленный прогресс и отсутствие быстрых результатов. Глубокий интерес раскрывается не в момент вдохновения, а после периода длительного погружения. Именно поэтому многие люди никогда не находят дело своей жизни. Они уходят раньше, чем психика успевает построить настоящую эмоциональную связь с действительностью. И еще, в 16-17 лет ощущение внутренней пустоты и отсутствие устойчивого смысла довольно нормальная вещь. Личность в этом возрасте еще только собирается. Проблема не в том, что ты пока не знаешь окончательного ответа. Проблема в том, что современная среда требует от подростка вести себя так, будто он уже обязан полностью понимать, кем он будет всю жизнь. Хотя в реальности поиск себя у многих людей продолжается и до 25, и до 30 лет, и может продолжаться хоть до 50. Смысл редко появляется раньше действия. Очень часто человек начинает находить себя только после длительного движения, а не до него. Нас всех приучали и приучают скорее, быстрее успеть все сделать, сейчас рассыпется. А не надо. Не надо ничего успевать. Смысл в том, чтобы жить. Просто живите и будьте здесь и сейчас. Парадокс в том, что когда ты перестаешь спешить, ты везде успеваешь. Что делать, если есть ощущение, будто эмоции исчезли? Раньше мог радоваться, плакать, переживать, а теперь будто половину внутри просто отрезали. Эмоциональное онемение. Очень распространенная защитная реакция психики на длительную перегрузку. Когда человек слишком долго живет в тревоге, внутреннем конфликте, хроническом стрессе или эмоциональной боли, нервная система может постепенно начать отключать вообще все чувства. Не только плохие, хорошие тоже. И в какой-то момент человек перестает чувствовать полноценную радость, вдохновение, близость или даже ощущение настоящего счастья. Самое страшное здесь в том, что многие люди постепенно перестают замечать, как давно они уже не чувствуют жизнь по-настоящему. Они начинают воспринимать внутреннюю пустоту как новую норму. Человеку кажется: во мне что-то сломалось. Я стал холодным. Я больше ничего не чувствую. Хотя очень часто психика просто находится в режиме эмоционального выживания. Особенно часто это происходит после длительной тревоги, эмоционального выгорания, депрессивных состояний или периода, когда человеку приходилось долго подавлять свои переживания. Психика сигнализирует: если чувствовать все это слишком больно, лучше уменьшить чувствительность вообще. Из-за этого мир начинает восприниматься более тусклым и плоским. Человек может купить вещь, о которой давно мечтал, к примеру, какой-нибудь прекрасный ПК с светодиодом классной подсветки, водяным охлаждением от Hyper. Здесь могла бы быть ваша реклама, между прочим. Окей, значит, добиться цели, встретиться с близкими и понимать головой, что это должно радовать, но при этом внутри ощущать все равно какую-то странную пустоту. И тогда многие пытаются вернуть чувство через перегрузку. Постоянный контент, покупки, новые отношения, гедонизм, алкоголь, резкие эмоции. Все что угодно, лишь бы снова почувствовать хоть какую-то интенсивность жизни. Так, не порть мне ничего. Само собой, нервная система восстанавливается не через еще больше перегруз, а наоборот, через постепенное возвращение ощущения безопасности и устойчивости. Иногда человеку приходится буквально заново учиться. Отдыхать без чувства вины, находиться в тишине, чувствовать свое тело. Это, кстати, то, чем я себя сам вытащил. Жить без постоянной стимуляции мозга. По своему опыту скажу. Самое опасное — это привыкнуть жить без внутреннего ощущения жизни и перестать замечать эту потерю. Как бороться с нарциссической травмой? Очень многие люди неправильно понимают, что такое нарциссическая травма. Им кажется, что речь идет о завышенном самомнении или там чрезмерную любовь к себе. Хотя на самом деле внутри такого человека обычно находится очень хрупкое ощущение собственной ценности. Поэтому любая критика, игнорирование, чувство ненужности или сравнение с другими начинает восприниматься почти как угроза личности. Человек может внешне выглядеть уверенным, амбициозным и даже высокомерным, но внутри при этом постоянно жить через страх оказаться недостаточным. Проблема в том, что психика постепенно становится болезненной, зависимой от подтверждения собственной значимости. Внимание, признание, восхищение, успех. Это все начинает восприниматься почти как эмоциональное топливо. Очень часто корень проблемы уходит в детство. Например, если ребенка в основном любили за достижения, удобство или соответствие ожиданиям, внутри постепенно формируется ощущение: меня можно любить
только если я достаточно хорош. И тогда человек начинает жить в бесконечной попытке заслужить право чувствовать собственную ценность. Но здесь есть очень жестокий момент. Никакие достижения не могут полностью закрыть эту внутреннюю дыру, потому что психика все равно остается голодной до подтверждения себя. Человек может становиться успешнее, красивее, умнее, получить признание, какую-нибудь Нобелевку, и все равно продолжать чувствовать хронический страх собственной недостаточности. Поэтому работа с нарциссической травмой обычно связана не с тем, чтобы стать еще более идеальным, а абсолютно наоборот. Научиться выдерживать собственную обычность без ощущения внутреннего уничтожения. Да, это прям тяжело, очень тяжелый процесс, потому что пока человек ненавидит себя за слабость, он почти не способен чувствовать внутреннее спокойствие. Вся жизнь начинает превращаться в бесконечную попытку доказать собственную ценность самому себе. Что делать, если каждый день словно в тумане? Как будто реальность и ощущение себя уходят из-под ног, а живым чувствуешь себя только через гедонизм. Снова и снова мы возвращаемся к тому, что нервная система находится в перегрузке. В этом случае мозг буквально начинает отделять человека от реальности, чтобы снизить интенсивность переживаний. Из-за этого появляется ощущение тумана, отстраненности, пустоты или ощущение того, что жизнь проходит где-то рядом. Некоторые люди описывают это как состояние, как будто они смотрят на свою жизнь через стекло. Все вокруг существует, но эмоционального контакта с происходящим нет. Опять же, страшно то, что человек постепенно начинает привыкать к этому состоянию. А гедонизм часто в таких ситуациях становится не столько удовольствием, сколько попыткой хоть немного почувствовать что-то настоящее. Еда, алкоголь, покупки, кекс, контент, игры, эмоциональные качели. Все это может временно пробивать внутреннее онемение. Ну и, соответственно, возвращать ощущение присутствия. Но проблема в том, что мозг очень быстро адаптируется к таким способам стимуляции. И со временем человеку требуется все больше внешних раздражителей, чтобы просто почувствовать себя живым. Здесь возникает опасная ловушка. Чем сильнее человек пытается убежать от внутренней пустоты через стимуляцию, тем хуже психика начинает переносить обычную реальность. Тишина начинает казаться тревожной, спокойствие начинает казаться пустым, а обычная жизнь эмоционально мертвой. Из опыта работы с клиентами я с уверенностью могу сказать, что современный человек вообще находится в состоянии хронического эмоционального шума. Мы настолько привыкли к постоянной стимуляции, что постепенно начинаем терять контакт с самими собой. Но самое важное здесь — не путать отсутствие ярких эмоций с отсутствием жизни. Нервная система восстанавливает контакт с реальностью очень медленно. Через сон, ритм, снижение перегрузки, через живое общение, через возвращение внимания в настоящий момент. Люди думают, что они навсегда в этой яме, хотя их психика просто слишком долго выжигалась. Спасибо за просмотр, пишите ваши вопросы в комментарии под видео. Возможно, именно ваш вопрос попадет в следующий выпуск. И помните, психика может годами терпеть тревогу, перегрузку и внутреннее истощение, пока однажды просто не начнет выключать чувства ради выживания. Берегите свою нервную систему и не отождествляйтесь. До встречи. И заходите в Телеграм и на стримы, разумеется.